Наши клиенты – это ребята, это украинская компания, они производители сувенирной продукции. И запрос был такой, то есть сувенирная продукция – это огромная конкуренция, невероятная конкуренция на рынке, и даже если ты придумываешь что-то новое для себя, то через месяц, максимум 2, это копируется уже не просто на пределах Украины, это копируется уже в Китае. И для них, дополненная реальность, это тот прикол, то, что они пришли к нам, захотели сделать дополненный реальности ролик, была возможность, мало того, чтобы с одной стороны убрать возможность быстрого копирования продукции, да, с другой стороны выделиться на уровне своих конкурентов. Меня зовут Алексей, я являюсь соучредителем компании «Сувенир Декор». Мы занимаемся производством сувенирной продукции и детской игрушки. Да, это скорее новый подход, это желание внести что-то новое в уже устоявшееся что-то старое. То есть каким-то образом добавить какой-то вау-эффект и выделиться на рынке. Все. Какая суть сувенирной продукции? Я купила шарик на елку, повесила его на елку, и все. На этом все закончилось. А так, я купила шарик на елку, повесила его. После этого играю с этой анимацией, да, смотрю ролик с этой игрушкой. Я, мой ребенок, мои гости, гости моего ребенка и все остальные люди. Никто этого до нас не делал, были какие-то попытки, но все это было как-то, недостаточно качественно, на коленке, то есть, не то. Дополненная реальность только сейчас в Украине, да, то есть мы сейчас говорим о украинском заказчике, только сейчас в Украине она кажется чем-то еще таким не очень понятным, как это можно использовать. То есть если мы говорим о Штатах и Европе, то детские книжки, детские игрушки, открытки, это все использует AR. AR дает возможность не просто продать какой-то продукт, а создать историю вокруг этого продукта, да, с которой потом пользователь будет взаимодействовать, делиться со своими друзьями. И это же инстаграмная история, Facebook, маски, да, то есть это все AR, оно уже есть в нашей жизни, и люди уже к этому привыкают. Поэтому любой физический продукт, не только физический на самом деле, также и диджитал продукт, он должен иметь какое-то свое предложение, чтобы пользователь мог его трогать и испытывать какие-то эмоции. Цель MVP – понять, как вырастут продажи, да, исходя из прошлых лет на конкретных продуктах, как вырастут продажи вместе с внедрением AR, да, потому что как вырастет каналы, расширятся ли каналы привлечения клиентов, будет ли, допустим, идти реферальный трафик. То есть для них это возможность использовать инструменты маркетинга для того, чтобы увеличивать объем продаваемой продукции. В процессе разработки, да, ты не влияешь, не контролируешь ситуацию и можешь оценивать это все уже по финальному результату. Мы комплексно подходим к решению конкретной задачи. Да? То есть для нас важно сформулировать вместе с клиентом понятную конкретную задачу. А дальше уже весь бэкграунд, который идет за реализацией этой задачи, то мы просто ее берем уже на себя. То есть мы закрываем все остальные аспекты. Если ты доверяешь кому-то делать то, в чем ты не разбираешься, ты не контролируешь процесс на каждом его этапе. Я рекомендую начинать так же, как и эти ребята. То есть я рекомендую создавать небольшой MVP, да, потому что большинство клиентов приходят с идеей на 100 тысяч долларов, на 200 тысяч долларов сходу. То есть создавать MVP, который там обойдется в 5, 7, 10, 15 тысяч долларов в зависимости от объема, тестировать сразу, внедрять его, получать обратную связь и только после этого его улучшать. Мы однозначно будем сотрудничать дальше с Крисбери, потому что ребята зарекомендовали себя абсолютно как нормальные, адекватные люди, с которыми можно иметь дело. Результат получился хороший. Для MVP я считаю, что он получился действительно очень прикольный, поэтому мы теперь ждем от клиента аналитику, какие реально будут результаты по продажам. Если вы продаете продукцию, с которой пользователь взаимодействует 1 или 2 раза в своей жизни, после этого он ее выкидывает, да, и вы хотите, чтобы эта история продолжалась, то вам необходимо давать ему возможность внедрять эту историю, этот продукт в свою жизнь, да, и создавать из него какую-то сказку.